Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня я вам предлагаю вместе со мной приготовить уникальнейшую антивозрастную омолаживающую маску. Маска на основе зубной пасты, рисовой муки и еще нескольких компонентов, которые, я уверена, у вас есть под рукой. Маска подходит для всех типов кожи. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Маска имеет очень активный тонизирующий эффект. Маска хорошо увлажняет кожу, уплотняет, разглаживает даже самые глубокие морщины, улучшает тургор кожи. После применения этой маски ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску в дневное время. Маска отлично увлажняет кожу, отлично тонизирует и подготавливает кожу к нанесению декоративной косметики. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и обязательно напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Обязательно соблюдайте порядок добавления каждого ингредиента для того, чтобы у вас получилась маска качественной. В первую очередь нужно добавить зубную пасту. Зубную пасту можно использовать ту, которой вы регулярно чистите зубы. Для сегодняшней маски нам понадобится всего лишь 1 капля зубной пасты. Если у вас есть под рукой детская зубная паста, то предпочтение отдавайте ей. Идеально, если у вас есть зубная детская паста с различными витаминами либо фруктовыми добавками. Нужно взять 1 каплю зубной пасты, развести в 10 каплях глицерина. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом и не имеющая запаха. Глицерин – это наилучший увлажняющий компонент, который вы можете использовать в домашних условиях. Глицерин нельзя наносить в чистом виде на кожу, но идеально глицерин подходит для добавления в различные маски, кремы, которые вы можете приготовить в домашних условиях. Нужно взять 10 капель глицерина. Тщательно вбейте глицерин в зубную пасту, так, чтобы получилась однородная приятная консистенция. В зависимости от того, какую зубную пасту вы используете, будет и зависеть оттенок сегодняшней маски. Нужно взбить так аккуратно, чтобы получилась однородная приятная консистенция. И в момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно вбивайте компоненты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Должна получиться на этом этапе вот такая консистенция. Я все свои рецепты и маски показываю в реальном времени, поэтому на сам процесс приготовления маски у вас уйдет не более 8 минут. Следующий компонент для этой маски нам понадобится крем. Используйте базовый крем. Тот крем, который, возможно, не подходит к вашему типу кожи. Возможно, тот крем, который вы используете очень редко, либо вам не нравятся его свойства. В качестве базы и основы для приготовления сегодняшней маски даже такой крем идеально подойдет. Нужно взять 1 чайную ложку базового крема. Идеально, если базовый крем имеет легкую консистенцию. Я использую для сегодняшней маски в качестве базового крема крем для тела. Крем очень легкой консистенции, он будет очень хорошо взаимодействовать с другими компонентами и как база идеально подходит для приготовления домашних масок. Тщательно вбейте предыдущие компоненты в базовый крем. Получиться должна еще более легкая воздушная консистенция. Затем добавьте косметическое масло. Косметическое масло лучше всего подойдет плотное. Хорошо подойдет для сегодняшней маски масло кокоса, если у вас сухой тип кожи. Если у вас комбинированный тип кожи, либо кожа жирная, то для сегодняшней маски подойдет масло виноградных косточек, зародышей пшеницы, масло миндальное, либо масло персика. То косметическое масло, которое подходит к вашему типу кожи, можно использовать. Кстати, если у вас нет под рукой косметического масла, то его вполне можно заменить оливковым или подсолнечным маслом. Нужно взять 10 капель косметического масла.
Тщательно вбейте все компоненты. Так, чтобы они равномерно распределились. И в последнюю очередь в эту маску добавляйте рисовую муку. Рисовую муку добавляйте постепенно, так, чтобы получилась консистенция удобная для нанесения. Добавляйте рисовую муку небольшими порциями. Сначала добавьте третью часть чайной ложки рисовой муки. Количество рисовой муки зависит от консистенции базового крема. Если вы использовали в сегодняшней маске плотный и густоватый базовый крем, то достаточно вот такого количества рисовой муки. Если ваш базовый крем более легкий, более жидкий, то рисовой муки нужно добавить еще немного. Главная наша задача на этом этапе – размешать рисовую муку и вбить ее в предыдущие компоненты так, чтобы не было комочков. Консистенция маски должна получиться приятная к нанесению. Рисовая мука хорошо смягчает кожу, также выравнивает оттенок кожи. Также это идеальный компонент, который вы можете использовать в качестве загустителя для домашних масок. Рисовая мука в момент подсыхания также дает и очень хороший, легкий, подтягивающий эффект. Маска должна получиться приятной консистенции. Я вижу, что маска уже не имеет комочков, уже имеет приятную для нанесения консистенцию. Старайтесь добиться такого же результата. Маски домашнего приготовления должны быть тщательно приготовлены, иметь правильную не только рецептуру, но и последовательность добавления ингредиентов. Если вы добавите все компоненты в одну емкость и начнете их смешивать сразу, то велика вероятность, что маска у вас не получится. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Наносить эту маску нужно на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями также нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Наносить эту маску нужно в 2 слоя. Первый слой этой маски очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Маска не требует дополнительного тонизирования кожи, поэтому сразу нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.